Начинаю вязать пятку с клина подъема. Клин подъема вяжется в двух частях. Начало работы я отметила маркером. Буду вязать первую часть клина подъема. Клин подъема вяжу на первой и четвертой спицах. На каждой спице по 12 петель. Буду вязать лицевой гладью. Необходимо сделать такой маленький расчет. Петли на одной спице разделить на 3. В моем случае 12 разделить на 3 получается 4. По этому расчету необходимо прибавить по 4 петли. Прибавление буду делать через ряд. Провязываю с первой спицы все лицевые петли за переднюю стенку. В конце ряда первой спицы делаю дополнительную петлю. Накидываю маленькую петельку на первую спицу. Ее не провязываю, а просто одеваю. Теперь перехожу к вязанию по кругу. При смене спиц туго затягиваю первую и вторую петлю, чтобы не было дырочек. Провязываю рисовой вязкой по 12 петель на второй спице, так как носок я вяжу рисовой вязкой. Довязала до третьей спицы. Теперь буду вязать точно так же, как на второй, узором рисовая вязка. На четвертой спице делаю прибавление в начале. Довязала до четвертой спицы. Накидываю петельку на четвертую спицу. Также ее не провязываю, а снимаю. Дальше провязываю 12 лицевых петель. Итого на первой и четвертой спице у меня по 13 петель. Надо запомнить, на первой спице делаем прибавление в конце, на четвертой в начале. Первый ряд закончила. Провязав первую часть клина подъема, у меня должно быть на первой и четвертой спице по 16 петель. 12 петель первоначальных плюс 4, которые надо добавить. Следующий ряд вяжу без прибавлений. Провязываю 13 петель с первой спицы за переднюю стенку. Добавленную петлю в нижнем ряду также провязываю за переднюю стенку. Потом по кругу вяжу на второй спице рисовой вязкой.
На третьей спице также вяжу 12 петель рисовой вязкой. Довязала до четвертой спицы. Провязываю за переднюю стенку добавленную в нижнем ряду петлю. Остальные 12 петель вяжу тоже за переднюю стенку лицевой гладью. В каждом нечетном ряду буду прибавлять петли. Четные ряды вяжу без прибавлений. Чтобы не запутаться в рядах, я делаю заметки. Довязала второй ряд без прибавлений. На спицах клина у меня по 13 петель, на второй и третьей спице по 12 петель. Теперь буду делать ряд с прибавлением. На первой спице провязываю 13 лицевых петель. Добавляю одну петлю в конце спицы. Просто накидываю и затягиваю крепко. Добавленную петлю провяжу в следующем ряду. Перешла на вторую спицу и вяжу рисовой вязкой. Продолжаю вязать узором петли на третьей спице. Дошла до четвертой. Накидываю дополнительную петлю на четвертую спицу. Очень хорошо ее затягиваю. Снимаю. Остальные 13 петель провязываю лицевыми за переднюю стенку. Теперь на спицах клина на первой и четвертой будет по 14 петель. На второй и третьей 12, как в самом начале. Четвертый ряд вяжу без прибавления.
На первой спице провязываю 13 петель. Четырнадцатую добавленную петлю слегка растягиваю и провязываю тоже лицевой за переднюю стенку. На второй и третьей спицах вяжу петли по рисунку. На четвертой спице первую добавленную петлю в нижнем ряду также слегка растягиваю, чтобы была возможность провязать ее лицевой петлей за переднюю стенку. Остальные 13 петель вяжем за переднюю стенку лицевыми. Таким образом, буду вязать первую часть клиноподъема, пока на первой и четвертой спице не будет по 16 петель, согласно моему расчету. На спицах клиноподъема по 14 петель. Приступаем к вязанию пятки бумеранг. Центр пятки или начало ряда отметила маркером. Пятку вяжу на первой и четвертой спицах. На этих спицах у меня по 16 петель. 12 петель первоначальные и 4 добавленные во время вязания клиноподъема. Откладываю петли подъема, их не вяжу. Отмечаю маркером с двух сторон четвертую петлю клиноподъема. Особенность этой пятки такая, что ее надо вязать с двойными петлями. Как их вязать, буду показывать дальше. Начинаю вязать от маркера. Это начало ряда. Провязываю 12 петель. Вязание поворачиваю. Начинаю вязать изнаночный ряд. Снимаю первую петлю и делаю из нее двойную. Для этого нить должна быть перед работой. Затягиваю ее назад. Получается на спице 2 петли. Это и есть двойная изнаночная петля. Вяжу изнаночными петлями до конца ряда, до маркера. Необходимо запомнить: первую петлю снимаю справа налево, и из нее делается двойная петля. Для этого нить остается перед работой, и затем
оттягивается назад. На четвертой спице провязываю изнаночные петли до конца, до маркера, где отмечена четвертая петля подъема. Вязание поворачиваю и делаю двойную петлю на лицевой стороне. Нить за работой. Первую петлю снимаю, сверху заводим рабочую нить и затягиваем ее наперед. В результате получается двойная петля на лицевой стороне. Двойные петли надо туго затягивать. Вяжу лицевыми петлями за переднюю стенку весь ряд до двойной петли. В конце ряда никогда не провязываю двойную петлю. Вязание повернуло на следующий ряд. Снимаю первую петлю. Из нее делаю двойную петлю на изнаночной стороне. Я уже показывала, как ее делать. Смотрите внимательно еще раз. Потом вяжу изнаночными петлями на первой спице 10 петель. Перехожу на четвертую спицу и вяжу изнаночными петлями до двойной петли. Это 11 изнаночных петель. Двойную петлю оставляю, не провязываю. Вязание повернула опять. Лицевая сторона. Первую петлю снимаю. Из нее делается двойная петля. Для этого нить, которая осталась за работой, натягиваю вперед и туго ее затягиваю. Теперь провязываю с четвертой спицы 10 лицевых. Перехожу на первую. Вяжу лицевыми петлями до двойной петли.
Провязала тоже 10 лицевых. Двойную петлю не провязываю. Вязала укороченными рядами до тех пор, пока не осталось 8 петель по центру и 8 двойных с двух сторон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Это петли на первой спице. Такое же количество петель будет и на четвертой. 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. Петли клина подъема. Переходим вязать вторую часть пятки бумеранг. Но перед этим необходимо провязать 2 круговых ряда на 4 спицах. Первая спица. 4 лицевых. 8 лицевых двойных петель. Двойные петли надо провязать вместе, с наклоном вправо, за передние стенки. Это сделать довольно сложно, но не спеша, раздвигая петли, необходимо преодолеть эту трудность. Потом 4 петли клина подъема провязываем лицевыми петлями. При переходе на вторую спицу первую петлю надо затянуть. Вяжем по узору все петли на второй спице. Дошла до третьей спицы. И тут также вяжу узором. На четвертой спице вяжу так. 4 лицевые петли клина подъема. Восемь лицевых двойных петель провязываю вместе за задние стенки. Четыре лицевые петли по центру пятки. На двух спицах по центру 8 петель. Вяжу еще один круговой ряд.
Теперь на каждой спице у нас такое количество петель. На первой и четвертой по 16 петель, на второй и третьей по 12 петель. Вторая часть пятки бумеранг. Вяжу ее на первой и четвертой спице, как и первую часть пятки. Первый ряд – это лицевая сторона. Первая спица. 4 лицевых петли плюс 1 петля. Поворот. 1 двойная петля на изнанке. Первую петлю снимаю, нить перед работой и набрасываю ее от себя. Затягиваю. 4 изнаночных петель. Четвертая спица. 4 изнаночных петель. Одна изнаночная петля. Работу поворачиваем. 1 двойная петля на лицевой стороне. Нить за работой и набрасываю ее на себя. Затягиваю. И 4 лицевых петли. Второй ряд. Первая спица. 4 лицевых. Двойную петлю вяжу лицевой за передние стенки. 1 лицевая петля. Работу поворачиваем. На изнаночной стороне, на первой спице, 1 двойная петля. 5 изнаночных петель. Четвертая спица. 4 изнаночных петель. Двойную петлю провязываю изнаночной. 1 изнаночная петля. Поворот. 1 двойная петля. 5 лицевых петель. Третий ряд. Первая спица. 5 лицевых. Двойную петлю вяжем лицевой за передние стенки. 1 лицевая петля. Работу поворачиваем. 1 двойная петля. 6 изнаночных петель.
На четвертой спице вяжем так: 5 изнаночных петель, двойную петлю провязываем изнаночной, 1 изнаночная петля, работу поворачиваем, 1 двойная петля и 6 лицевых петель. Четвертый ряд. Первая спица, 6 лицевых петель, двойная петля, 1 лицевая петля, поворот, 1 двойная петля и 7 изнаночных петель. Четвертая спица, 6 изнаночных петель, двойную петлю вяжем изнаночной, 1 изнаночная петля, поворачиваем работу, 1 двойная петля, 7 лицевых петель. Все лицевые стороны надо вязать так. Первая петля с четвертой спицы снимается, и из нее формируется двойная петля. Провязываю все лицевые с четвертой и первой спицы. Провязываю двойную петлю лицевой петлей за переднюю стенку и добавляю постоянно 1 петлю, которая за ней. Изнаночный ряд вяжу таким образом. Первая петля на первой спице снимается, из нее формируется двойная петля. Провязываю все изнаночные петли на первой и четвертой спицах. Провязываю двойную петлю изнаночной плюс 1 петлю, идущую за ней, тоже изнаночной. Работу поворачиваем и начинаю вязать лицевой ряд. Теперь будем вязать 5-й ряд. Первая спица, 7 лицевых петель, двойную петлю вяжем лицевой за передние стенки, 1 лицевая петля, поворот, 1 двойная петля, 8 изнаночных петель. На четвертой спице провязываем 7 изнаночных петель, двойную петлю вяжем изнаночной,
1 изнаночная петля, поворот, 1 двойная петля и 8 лицевых петель. После этого ряда провязываю еще 6-й, 7-й и 8-й ряд. На 1-й и 4-й спице с двух сторон должно быть по 1 двойной петле. Надо, чтобы с двойной петлей было на 1-й и 4-й спицах по 12 петель. Это 10 провязанных, плюс 1 двойная и плюс следующая петля за двойной. Довязала последний 8-й ряд. На 1-й и 4-й спицах осталось по бокам по 1 двойной петле. Носок начинаю вязать по кругу. На 1-й спице провязала 11 лицевых петель, двойную петлю за переднюю стенку и 4 лицевых петли клина подъема. Далее на 2-й спице вяжу по узору, на 3-й также. На 4-й спице вначале провязываю 4 лицевые петли клина подъема. Двойная петля вяжется как одна за заднюю стенку. 11 лицевых петель. Вторая часть пятки закончена. Перехожу вязать вторую часть клина подъема. Для этого убавляю петли в каждом 3-м ряду. Вязать буду по кругу. Первый круговой ряд. Первая спица. 11 лицевых петель. Две вместе лицевой за переднюю стенку. 3 лицевых петли. Вторая и третья спица вяжу по рисунку. Четвертая спица. 3 лицевые петли. 2 вместе лицевой за задние стенки. 11 лицевых петель. Ряд провязала. Следующий ряд буду вязать без убавлений. Теперь провяжем 2 круговых ряда без изменений. Первая спица 15 лицевых петель. Вторая спица 12 лицевых петель.
Третья спица 12 лицевых петель, четвертая спица 15 лицевых петель. Третий круговой ряд также на первой спице 15 лицевых петель, на второй 12, на третьей 12, и на четвертой 15 лицевых петель. В следующем ряду буду делать убавление в клине подъема с двух сторон. Убавлять буду по одной петле. Провязала 2 ряда без убавлений. В четвертом круговом ряду делаем убавление. Первая спица 11 лицевых петель, две вместе лицевой за переднюю стенку, 2 лицевые петли клина подъема. Вторая спица 12 петель. Третья спица 12 петель. Четвертая спица 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой за задние стенки, 11 лицевых петель. В ряду убавления все время на четвертой спице вначале провязываем петли клина подъема, потом 2 вместе за заднюю стенку и 11 лицевых петель. На первой спице в ряду убавления все время провязываем в начале 11 лицевых петель, потом 2 вместе за переднюю стенку, а потом оставшиеся петли клина подъема. Пятый круговой ряд и шестой круговой ряд будем вязать без убавления. Первая спица 14 лицевых петель, вторая спица 12 петель, третья спица 12 петель, четвертая спица 14 лицевых петель. Шестой круговой ряд вяжу как пятый. В седьмом круговом ряду делаю убавление. Первая спица 11 лицевых петель, потом 2 вместе лицевой за переднюю стенку, 1 лицевая петля. На второй и третьей спице вяжем петли по рисунку. Четвертая спица 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой за задние стенки,
и 11 лицевых петель. Восьмой и девятый ряд вяжу без убавления. На первой спице 13 лицевых петель, на второй и третьей по 12, на четвертой также 13 лицевых петель. Последний ряд с убавлением. На первой спице 11 лицевых петель, две вместе лицевой за переднюю стенку. На второй и третьей спице вяжем петли по рисунку. Четвертая спица, 2 вместе лицевой за задние стенки и 11 лицевых петель. Теперь на 4 спицах по 12 петель. Пятка бумеранг связана. Теперь надо вязать стопу прямо до начала мизинца.